Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим об интересном бинокле от известного белорусского бренда Yukon, а именно о модели Yukon 8-24/50. Поехали! Друзья, прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить, что на нашем канале вы найдете огромное количество разнообразных роликов на тему выбора оптической техники. Это и обзоры отдельных моделей биноклей, монокуляров, телескопов и микроскопов, и общеинформационные видео о биологии и астрономии. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки на наших видео и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале. Кроме того, в описании под видео вас ждет ссылка на наш Instagram-аккаунт. Заходите туда, там много интересных постов. Ну и не забываем, что также в описании вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Всю информацию о данном бинокле, включая его стоимость и подробные характеристики, вы можете найти на нашем сайте observer-msk.ru. Переходите по ссылке. Итак, друзья, бинокли от известного белорусского бренда Yukon являются достаточно популярными на современном российском рынке. На нашем канале, кстати, уже были обзоры на модели из линейки данного производителя, но вот конкретно остановиться поподробнее сегодня хотелось бы на приборе с панкратической системой, то есть с переменной кратностью. Такие модели, как мы помним, являются достаточно универсальными за счет того, что в одном приборе вы имеете как бы несколько за счет возможности переключения между различными кратностями. Как следует из названия, конкретно в этой модели этот диапазон составляет от 8 до 24 крат. Что ж, давайте переместимся к этому прибору поближе, посмотрим на него поподробнее, ну и в дальнейшем обязательно потестируем. Итак, перед нами Yukon 8-24/50, полевой бинокль с переменным увеличением в пределах 8-24 крат и светосильными входными линзами диаметром 50 мм. Прибор имеет надежный корпус из ударопрочного углепластика с внешним резиновым покрытием, придающим дополнительную герметичность конструкции. С инструментом можно наблюдать в дождь, снег и во время полевых бурь, а также обеспечивающим лучшее сцепление с ладонями пользователя, что предотвращает выскальзывание бинокля из рук. Центральный мост, основная подвижная часть корпуса, соединяющая узлы окуляров и объективов, выполнен из металла, что придает модели большую прочность. Классическая оптическая схема с использованием призм Porra, в которой имеется характерный излом между осями окуляров и объективов, несколько отличается от более современных моделей, где используются так называемые призмы с крышей или призмы типа RUF. Во-первых, классическая схема делает габариты инструмента чуть шире за счет как раз таки данного излома. Во-вторых, у таких биноклей есть подвижный окулярный мост. Когда мы настраиваем резкость, окуляры двигаются относительно объективов. Это достаточно слабый узел, и если бинокль упадет на него, он вполне может повредиться. В то же время такие инструменты гораздо лучше формируют объемное стереоизображение и имеют более широкий угол обзора по сравнению с моделями с призмами RUF. Модель имеет центральную систему фокусировки, при которой резкость настраивается единовременно в правом и левом окуляре путем вращения барабана в середине окулярного моста. По сравнению с раздельной системой фокусировки, этот вариант более удобен, особенности при необходимости быстрой смены резкости между разноудаленными от наблюдателя объектами или работе с быстро движущимися целями. Колесо, управляющее механизмом смены кратности, располагается также на центральном мосту, ближе к окулярам, из-за чего поначалу при работе с моделью может возникать дискомфорт, так как барабан панкратической системы путается с барабаном фокусировки. Однако к такому расположению элементов управления можно достаточно быстро привыкнуть. На правом окуляре располагается кольцо с красной точкой, перемещающееся при изменении кратности, благодаря которому можно определить, на каком значении увеличения пользователь остановился в данный момент. За оптику в бинокле Yukon 8-24/50 отвечает стекло марки BAK4 с многослойным просветляющим покрытием на линзах, наносимым по фирменной технологии TrueColor. Подобное покрытие обеспечивает лучшее светопропускание и отражение паразитных бликов, что в конечном итоге значительно повышает качество получаемого прибором изображения. О степени просветления можно судить по характерным голубым бликам на объективах и окулярах модели.
Что интересно, ранее все бинокли из базовой линейки бренда оснащались линзами и призмами из более простых стекол марки BK7. Однако по последним данным, появившимся на официальном сайте Yukon и отраженным в технической документации к приборам, оптика некоторых моделей, в том числе 8-24/50, теперь изготавливается именно из бариевого стекла BAK4. О реальном качестве получаемой картинки мы поговорим чуть позже в ходе тестирования. Угол обзора прибора составляет от 4 до 2,2 градуса или от 70 до 36,3 метров на 1000 в линейном эквиваленте для минимального и максимального увеличения соответственно, что в целом немного. Модель не очень подходит для проведения обзорных наблюдений. Нужно отметить, что как и у всех моделей с функцией Zoom, то есть с панкратической системой, с увеличением кратности у данного бинокля будет несколько ухудшаться качество изображения. Оно начнет темнеть, угол обзора станет уже, также несколько упадет разрешение. Однако с этим вполне можно смириться, так как в одном инструменте вы получаете сразу как бы несколько, как раз таки за счет возможности смены кратности. Для защиты внешних линз от загрязнений и повреждений в комплекте предусмотрены защелкивающиеся крышки объективов. К их использованию нужно приноровиться, так как закрытие должно проходить в строго правильном направлении, а также крышки окуляров, которые можно прикрепить к наплечному ремешку. Окуляры оснащены пластиковыми фиксированными наглазниками, снижающими негативный эффект от боковой засветки при наблюдениях. Однако стоит отметить, что такая конструкция не позволит работать с биноклем, не снимая очков, в случае, если вы их носите, что не всегда удобно. На правом окуляре содержится кольцо диоптрийной подстройки, которое позволит компенсировать при необходимости разность в силе зрения на левом и правом глазу в пределах плюс-минус 4 диоптрий. В руках бинокль лежит хорошо, чувствуется добротная сборка, отсутствие люфтов, подвижных частей и зазоров между конструктивными элементами. Доступ ко всем механизмам управления легок и удобен. Стоит также упомянуть и о внушительных габаритах прибора и существенном весе. По информации производителя он составляет 1100 грамм. Наша проверка показала несколько больший результат. Значение массы модели равняется 1 килограмму 170 граммам. Вкупе с высокой максимальной кратностью столь большой вес говорит о необходимости использования модели в связке со штативом на увеличениях свыше 15 крат во избежание дрожания изображения, мешающего продуктивным наблюдениям. Для установки на треногу в конструкции предусмотрена резьба формата 1/4 дюйма, располагающаяся на центральном мосту. Для этого вам потребуется дополнительный L-адаптер. Подобный аксессуар есть и в ассортименте нашего магазина. В комплект поставки бинокля, помимо уже упомянутых крышек, объективов и окуляров, входят и другие необходимые аксессуары. Чехол из плотного синтетического материала с застежкой на змейке и наплечным ремешком, салфетка из микрофибры для протирки линз, широкий мягкий ремень для самого бинокля, продевающийся в ушки на его корпусе. Что ж, друзья, мы поговорили с вами о технических характеристиках и конструктивных особенностей бинокля, пора перейти к его тестированию. Перед вами изображение из окуляра бинокля Yukon 8-24/50, полученное на минимальном увеличении 8 крат. Область, за которой мы наблюдаем, располагается в 190 метрах от нас, и благодаря указанной кратности мы видим ее так же, как и при просмотре невооруженным глазом с расстояния 24 метра. Стоит отметить, что наш способ съемки камерой через окуляр прибора априори ухудшает общее качество изображения, и при непосредственном тестировании вы увидите более качественную картинку. Тем не менее, даже в нашем видео вы можете видеть чистое, насыщенное, контрастное изображение с правильной цветопередачей и хорошей детализацией. Да, угол обзора не столь велик, однако с этим приходится мириться, ведь взамен вы получаете широкий диапазон кратности внутри одного прибора. Попробуем повысить увеличение до максимального значения в 24 крата. Картинка стала существенно темнее, менее детализированной, а кроме того появилась очевидная хроматическая аберрация, проявляющаяся в виде цветных ореолов вокруг объектов. Однако даже изображение такого качества вполне пригодно для работы, особенно при наличии хорошего освещения. В целом стоит отметить, что бинокль неплохо справляется со своими задачами на всем диапазоне увеличений, однако в чем-то уступает более дорогим моделям с оптикой классом повыше, например Nikon Oculon 8-18/42 или 10-22/50.
Что ж, друзья, как мы с вами поняли в ходе сегодняшнего обзора и теста, бинокль Yukon 8-24/50 является действительно очень неплохим выбором, особенно учитывая то, что модель относится к бюджетному сегменту. Прекрасное качество сборки, неплохая оптика из стекла марки BAK 4 с качественным просветляющим покрытием, ну и, конечно же, панкратическая система. Хоть и не самая лучшая в бюджетном ценовом сегменте, но тем не менее прибор очень неплохо справляется со своими задачами даже на самой высокой кратности. Конечно же, за счет крупных габаритов инструмент не очень подходит для затяжных пеших вылазок, однако для стационарных наблюдений на штативе или каких-то непродолжительных прогулок это вполне подходящий инструмент, который можно смело рекомендовать для многих задач, в том числе для охоты, рыбалки, горного и городского туризма, наблюдения за природой, животными и птицами, обзорные наблюдения звездного неба, ну и, конечно же, различные спортивные мероприятия и спортивная стрельба. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки на данное видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов на нем. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео, или вы имели опыт использования бинокля Yukon и хотите им поделиться, оставляйте всю информацию в комментариях, давайте общаться и делиться мнениями. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!